Поговорку «Мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем» можно применить ко многим вещам в жизни. Для некоторых проводников поездов в Талсе, штат Оклахома, это была дружба с маленькой девочкой по имени Рио, которая каждый день махала им из окна здания, расположенного рядом с железнодорожными путями. Через 3 года после начала этой необычной дружбы проводники поездов заметили, что Рио перестала появляться в окне. На окне была прикреплена записка, которая разбила им сердце. Синди Шепард опубликовала на своей странице в Facebook трогательную историю. «Бизнес моей семьи переехал на новое место около 3 лет назад. Магазин был расположен прямо около железнодорожных путей, а это означало, что все происходящее с локомотивами прекрасно видно из окна». Рио это нравилось. Проводники заметили, как Рио махала им из окна, и стали махать ей в ответ. Со временем это стало их ритуалом. Они подавали гудок, она подбегала к окну, они открывали окна, махали друг другу и улыбались. У меня каждый раз накатывались слезы на глаза, когда я это видела. Затем, несколько недель назад, Рио пошла в школу. То, что она начала ходить в школу, далось мне труднее, чем я ожидала. Но еще труднее мне было в тот первый день, когда пришел поезд, а ее не было дома. Они дали гудок, открыли свои окна, но я была единственной, кто мог им ответить. Я стояла в окне, плакала и слабо помахала им рукой. На следующий день я написала записку. Я просто написала «Она пошла в школу». Я услышала гудок, подбежала к окну и подняла записку. Это было 3 недели назад. Сегодня утром, через несколько минут после открытия магазина, кто-то постучал в дверь. Это был мужчина в ярко-желтой рубашке с висящими на шее берушами. Я подумала, что это был прораб строительной бригады, приехавший поговорить о ремонте, который мы хотели сделать в магазине. Я ошиблась. Этот мужчина зашел, чтобы спросить о маленькой девочке со светлыми волосами, которая махала поездам. Он был одним из проводников, и все они задавались вопросом, что с ней случилось. В тот день состав был небольшим. Они остановили его напротив магазина, и он решил зайти в здание. Проводники предположили, что она начала ходить в школу, но хотели в этом убедиться. Он сказал, что ее внимание всегда поднимало им настроение. В течение 3 лет они каждый день ждали этого момента. Они по ней скучали и хотели что-нибудь для нее сделать. Он спросил, могут ли они передать ей что-нибудь. Я ответила, что, конечно, они могут подарить ей подарок на день рождения, который будет через несколько дней. Эта необычная дружба, длящаяся несколько лет, была чем-то невероятным. Понимание того, что это повлияло на них так же сильно, как и на нас, наполняет меня любовью и надеждой. Сегодняшний визит и их доброта к Рио подтвердили мою веру в доброту и человечность. Я никогда не забуду этот день. Эта история – прекрасный пример настоящей дружбы, показывающий, что даже незначительные вещи могут иметь огромное значение. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.